Добрый день. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Козлов Владимир Сергеевич. Ваша дата рождения, 10.09.98. город рождения, Белгород. Белгород. В какой воинской части вы служили? На посрочке? Или... Вы мобилизованный? Да. Ага, понял. Ну, в каком подразделении вы служили по мобилизации? По мобилизации мотострелки. Я так понял, вы не сильно сами поняли, где вы служили. Да. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да. Почему? Ну, я не против просто. Ну, это я понимаю, что вы не против. А почему вы хотите поговорить? Если можно, говорите громче, то я буду кричать, а вы будете... Зачем вам эта беседа? Не знаю. Вот, если вы хотите позвонить, то это тоже ответ. Я же это прекрасно Ну, понимаю. позвонить, да. Ну так, как бы, Связаться. связаться. Для чего вы хотите связаться? Ну, давно не общался. Когда вы последний раз общались? 2 месяца назад. Это какого числа? Числа 26 октября. А что произошло 26 числа? 26 октября. Да. А что произошло? Откуда вы звонили? С Пересильного. А? С Пересильного. Это- Ну, когда перевозили, были у одного мужчины, он давал поесть, и оттуда вот звонили. Это вы когда уже в плен попали? Да. Вам, когда вас взяли в плен, дали позвонить? Да, дали позвонить. А до этого когда общались? До этого не помню. Ну, после того, как вас призвали по мобилизации, вы общались? Да. Ну вот. По сути, вы пришли, чтобы совершить звонок, правильно? Ну, нам надо интересная, честная беседа, а не... То есть, расскажите немного о себе. Кем вы работали до мобилизации? Я работал на заводе хлебобулочных изделий. Вы хлеб печете? Да. Ну, на Прошу заводе. еще раз громче говорить. На заводе. Ну, так хорошая работа, печь хлеб. Вы в Белгороде, да? Да. Там родились, там жили Да, всю жизнь. всю жизнь. Как вы относитесь к тому, что Белгород на протяжении 9 месяцев проводит обстрелы? Я как отношусь именно в плане чего? Ну, вы же в курсе, что из Белгорода постоянно происходят обстрелы территории Украины, городов, сел? Не в курсе. Зачем вы обманываете? Я не полностью не знаю. А что вы, хорошо, полностью вы все не знаете, а что вы знаете? Вы ни разу не видели, как летят ракеты? Как прилетали, да, видел. Как прилетали, видели? Да. А как улетали? Нет, не видел. Почему вы не видели? Мы все видим, а вы не видите? Вы, если смотреть на карту Белгорода, вы в самом городе жили? За городом. За городом. Мы находились южнее, Выше. выше. А, вы сверху города видели. Хорошо. 9 месяцев война. Кому она нужна? Никому. Зачем вы тогда принимаете в ней участие? Мобилизовали. Поэтому вы пошли убивать других людей? Нет. Ну а что тогда вы делаете в плену?
Ну, если бы вы не пошли убивать нас, украинцев, вас бы не было в плену. Согласны с такой логикой? Вас где взяли в плен? На территории Украины или на территории России? На территории Украины. В каком населенном пункте? Чернопоповка. Чернобыповка. Сколько вы пролазили по нашей стране по времени? 10 дней где-то. 10 дней? Да. Когда вас мобилизовали? 22 сентября. 22 Сентября. сентября. Когда вы зашли на территорию Украины? 14 и 15 октября. И в плен попали? 25-го. Ну, то есть 10 дней вы повоевали. Кто вами командовал, когда вы зашли? Такие же мобилизованные. Офицер? Да. Не кадровый, а мобилизованный. Да. Он умел воевать? Нет. Так почему, как получилось, что вы попали в плен? Расскажите вот этот момент. Ну, давайте точнее даже по порядку. Приехали вы 15 числа в Украину, что вам говорят? Это вот группа людей у вас попала в плен, да? Да. 12 человек. Нет. А сколько? 3. Трое. Значит, я уже путаю, потому что слишком... Трое человек. Расскажите, что вы, кто вами руководил, командовал и как вы попали в вот этих ваших 10 дней боевых? Мобилизовали, приехали, окапывались в основном. Начали окружать, мы отступали и... Вас начали окружать, Да, и вы пошли в атаку, отступление. в отступление. Дальше. Это уже 25 числа или раньше? 23-го. 23 числа. Отступили вы, и что произошло? Ну, дрон скинул снаряд, гранату, и меня ранило, и лежал. Сколько вас человек попало в окружение? Не помню, человек 50. 50 человек? Да, А где они все остальные? неизвестно. Мы отделились 5 человек, и нас накрыло. По остальных... Я ничего не могу понять. Вы прибыли на территорию Украины? Да? Да. Вы где-то там окопались? Правильно? Было наступление наших вооруженных сил? Да, Вас, группу 50 человек, брали в окружение. да. Вы группой в 5 человек отделились от этих 50. Это кто-то приказал так сделать, или вы сами убежали, или как это было? То есть кто принял решение, что нужно отделиться? Но мы отделились, когда начался бой. То есть начался бой, стрелкотня, все взрывается, и вы побежали отступать. Нет, мы отделились, я за ними. 5 человек. Ну кто-то убегал, и вы за ними побежали. Да. Бежали, вы бежали, что дальше? Ну и скинули на нас гранату. Гранату скинули. Вас ранило или всех ранило? Всех ранило. А где все остальные делись? Тут были в плену. Все 5 человек попали в плен. Одного убило. Одного убило. 4 осталось. Да. Один где делся? Его убили. Убили? Кто? Украинские военные. Ну, это война. Ну, вы боитесь это говорить или как? Ну, то есть, в момент, когда брали в плен, его убили? Да. Ну, так почему этого не говорите? Так и говорите, это как бы... При каких обстоятельствах это произошло? Он был раненый, к нему пришли и просто убили его? Или что было? Вы лежите вчетвером раненые, правильно? И расскажите своими словами. Вот последние ваши дни. Это вы говорите 23 числа было, да? Или уже 25-го?
М, 24. 24 числа. Вы сутки ходили где-то, да? Не, мы ж лежали раненые все. С 23 до 24 вы лежали раненые. До 25-го. Ну да, до До 25-го. 25. Хорошо. 3 дня. Лежите вы раненые. Приходят, расскажите, как это все было. Мы прочесывали территорию, и он хотел взорвать гранату, и его убили. Наши военные прочесывали территорию. Правильно? Да, Делали зачистку так называемую. Они находят вас. да, Вы лежите вчетвером. да. Тут один из вас достает гранату. И что он хочет сделать? Подорвать себя? Да, всех. М? Подорвать, да, хотел. Всех вас подорвать? Ну, получается так. Офигеть. Зачем он это хотел сделать? Не знаю. Это офицер был или Это мобилизованный. мобилизованный? Да. Вы лежите вчетвером. Сколько наших появилось? 3. Трое. Что они вам говорят? Ну, мы сказали сдаваться, и мы сдались втроем. А тот потянулся за гранатой или что там? Как там это было? То есть я хочу понять, наши убили его умышленно или ему можно было сохранить жизнь? Или если бы наши его не убили, то он бы подорвал бы гранату и вас бы всех убило? И наших в том числе бы ранило, например. Расскажите эту ситуацию. Это реально, ну, это важная, интересная информация для зрителей в том числе. Ну, это по сути со всей беседы я же прекрасно понимаю, что вы пришли позвонить. Ни больше, ни меньше. Вытягивать из вас у меня нету никакого желания. Расскажите, как это было. Лежите вы вчетвером. Трое наших появляются. Дальше что? Но он, видно, потянулся и хотел взорвать. Вы видели это, я так понимаю. Нет, не я, но рядом со мной, которые лежали. Они вам потом рассказывали. Но они рядом со мной прям были. Они видели, как он потянулся к гранате? Да. По-моему, вы мне сейчас что-то неправду какую-то говорите. Кто вам сказал, что он хотел подорвать себя? Соседний. Ваш боец, коллега, да? Да. Могу я сказать следующим образом, что наши бойцы, убив вашего, спасли вам жизнь? Ну, всей вашей тройки. Наверное, да. Я Ну, не знаю. смотрите, этот вывод напрашивается, исходя из той информации, которую я услышал. Я же не знал этого, вы сами это рассказали. Я хочу привести всю вот эту скомканную информацию в какую-то логическую там, последовательность, чтобы понять для себя. Наши убили его умышленно или не захотели, чтобы он взорвал гранату, спася вам жизнь и себя защитив. Это одна история. Вторая история. Наши могли расстрелять вас всех. Вы согласны с этим? Да. Ну, то есть, объективно. Вы лежите, явно вам не до войны. У вас ранение куда было? Осколочные. Руки, ноги. Вы, наверное, много крови потеряли, потому что уже сколько? 2 дня это вы там валялись, да? 3. 3 дня. То есть, ходить вы уже не могли все вместе. Да. То есть, одна история. Ваш хотел подорвать гранату, чтобы не попасть в плен. Вторая история. Наши его убили, чтобы он этого не сделал. Вторая история. Наши могли вас вчетверых взять в плен, не совершая этого действия. Как вы думаете? Ну вы же в глазах. Я ну, не знаю. вы не знаете. Вас как-то инструктировали, что надо гранаты взрывать, когда плен будет? Нет. Откуда у него такое дикое желание убить себя и своих... Тяжелое ранение. У него было? Да. А какое у него ранение было? Руки, ноги.
посеченные. Сильно были? Да. По-другому еще тогда спрошу. С учетом того, что вы не могли передвигаться, медицинскую помощь вам никто не оказывал, ваши вас по сути бросили, не было никакой эвакуации. Я могу сказать, что вы бы умерли все? Да. Ну, это что, типа логические какие-то вещи. Я же не хочу с вас это вытягивать. Я как бы просто рассуждаю, мне интересна эта история, такого еще ни разу не слышал. То есть за все беседы, которые провели, вот впервые получается. Наш убивает чувака, который хочет подорвать себя и всех остальных. Ну, вы все видите, сделайте выводы сами, потому что здесь получается я вытягиваю и, возможно, навязываю свою какую-то там версию, которую себе там придумал. За что погиб этот человек? Я не могу ответить. Подумайте. Не могу ответить. Вы до этого были в Украине? Нет. Белгород, сколько там расстояние до Украины? От Белгорода 60 где-то. 60 70. И ни разу не были... Нет. Почему? Не, не ездили как-то. Вас в плену взяли... Какое подразделение наше? Военная полиция, наверное. Они так представились. Военная полиция. Ну, то есть вы не, ни батальон, там, ни Кракен, нигде. Ну, то есть вы не знаете. Ну, как представились, так я говорю. Больше информации. Сказали военная полиция, да? Да, и всё. Судя по вам, вам оказали медицинскую помощь. Да, Осколок достали? да. Осколок достали. Давайте попробуем ответить на вопрос, за что могли погибнуть вы. За какие идеи? Лежите вы, вот вы 3 дня лежали, что вы между собой разговаривали? Ничего такого. Ну про что вы? Ну вы же не могли просто тупо лежать 3 дня. Вы про что-то же говорили между собой? Можете вспомнить о чем? Ну, а родственников вспоминали. Кто у кого остался? Да. А для кого эта война? Про войну что-то вы говорили? Нет. А на что вы рассчитывали? Что вас должны были найти ваши? Или не было таких мыслей? Или как? Были мысли идти в направление к своим и все. А вы понимали по карте, куда надо идти? Ну, примерно да. Ну, то есть направление вы понимали. Но идти вы не могли, потому что все были ранены. Так. Ну, скажу вам такое себе. Так за что бы вы могли погибнуть? Вы принимаете участие в войне, в боевых действиях, где на ваших глазах погиб ваш товарищ, и вы точно так же бы могли погибнуть. Не могу ответить. Вы реально не понимаете, за что вас отправили умирать? Не могу ответить. Это представитель второй армии мира, который воюет за что не знает за кого, и воюет там, где не знает. Вы за родину воевали, да? Или за что вы вообще воевали? За родину. За родину? С каких пор родина находится в Харьковской области? Вы в Харьковской области были? Получается так. Ну, это просто типа, насколько я понимаю, да. Или ну, в какой вы области были? В Харьковской? Или может в Донецкой, в Луганской? Ну, то есть, где вы взяли в плен? Красная Поповка, да? Черная Поповка. Червона Поповка. Ну, это, по-моему, Харьковская область.
А с каких пор родина в Украине находится? Не могу ответить. Ну, это зомбированные люди, которым... Что вообще объясняли, когда должна закончиться война? Сколько вы будете бегать? Ну, чем все должно закончиться? Солдат должен понимать цели, задачи и когда это все должно закончиться. Вам-то должны были это рассказать? Не могу. Вы оккупант? Нет. Почему это нет? Вы определение термина оккупант знаете? Знаю. Скажите, пожалуйста. Ну, дайте определение. Захватчик. Захватчик. Я вас спрашиваю, вы оккупант? Вы говорите нет. Скажите мне, почему вы не оккупант? Ну, докажите мне это. У нас беседа. Не могу. Не можете сказать или не можете объяснить? Или вам страшно, или что? Ну почему? Вы же однозначно сказали, что вы не оккупант, правильно? Правильно. Давая ответ на любой вопрос, человек думает и опирается на какие-то свои мысли, навыки, знания, опыт, понятия. Почему вы однозначно ответили, что вы не оккупант? Не могу ответить. Не можете ответить. Ну, беседовать как бы дальше в формате того, что вы молчите и говорите «не могу, не буду, не знаю, еще там всякое». Не вижу в этом смысла. Давайте попробуем набрать вашей жене. Получается прикольная ситуация. Вы оккупант, ну я это говорю в утвердительной форме. Наши бойцы, которые имели полное право вас убить, дважды вам спасли жизнь. Правильно? Первый раз, когда убили идиота, который хотел подорвать гранату. Второй раз, когда оказали вам медицинскую помощь и спасли вас от смерти, от потери крови. Правильно? Есть еще какой-то номер? Нет. Она где-то может на работе или почему она может не брать? Навряд ли. Интернет есть у вас там в Северодержаве? Есть. Она работает? Нет. Ну, то есть, типа, должна, по идее, быть дома на связи, да? Да. С сыном. С сыном. Сыну сколько лет? 7 месяцев. 7 месяцев? Если бы вас убили, что бы жена говорила, где папа? Сын. Не знаю. Да, вот скажите. За что погиб папа? Я не знаю, не могу сказать. Не можете. И, конечно, вы все ничего не можете. Только с автоматами бегать можете. Поляков видели? Нет. Натовцев? Нет. Биокомаров? Комаров уже. Биоголубей видели? Почему? С закрытыми глазами воевали? Не берет она трубку, запишите ей голосовое сообщение. Если она прочитает его и ответит, то вверх. Вик, это я, Вова. Как там семья, как ты, как сын? Со мной все хорошо. Ничего не известно про обмен.
Вот. Люблю, целую. Скучаю. Вы так сказали, это будто, короче, вас сейчас будут тут расстреливать на каких-то там полуэмоциях. Можете отправить нормальное сообщение? Тут реально каким-то умирающим голосом. Давайте я уйду, чтобы... Что там, как у тебя дела? Со мной все хорошо. Кормят хорошо. Жду встречи с тобой, сыном. Люблю, целую. Скучаю. По традиции у нас военнопленные обращаются к своим друзьям, там, родственникам, если хотят. Есть желание обратиться, сказать, надо идти воевать, не надо идти воевать? Нет, Нет, я просто с не много... хочу просто. Не хотите обращаться? Не хочу. Чего вы боитесь? Все самое страшное уже произошло. Вас не убили, в отличие от вашего друга. Ваши командиры его скинули. А наши военные вас вылечили и спасли от смерти. От идиота, который хотел подорвать гранату. Почему вы боитесь поговорить и рассказать? Боитесь то, что будет с вами после того, как вы вернетесь? Нет. Спасибо за беседу. Такая беседа получилась у нас.